Эта ТВ-приставка полностью перестала работать. Телевизор вообще ее не видел. Казалось, что ремонт будет долгим, но настоящая причина оказалась совсем не там, где ее обычно ищут. Первым делом я решил проверить самое очевидное, есть ли проблема действительно в приставке. Блок питания должен быть исправен, но уже через несколько секунд появилась первая серьезная зацепка. На выходе блока питания полный ноль. Внутри сразу нахожу вздувшийся конденсатор. Все выглядело слишком просто. Казалось, сейчас заменю его и приставка снова заработает. Новый конденсатор установил. Подключаю питание и ничего, абсолютно никакой реакции. Значит, проблема оказалась намного серьезней. Продолжаю искать дальше. Под подозрение попадает еще одна деталь. Меняю ее, и теперь я был почти уверен, что все получится. Но результат снова оказался нулевым. В этот момент стало понятно, быстро восстановить этот блок питания уже не получится. Но появился последний шанс спасти саму приставку. У меня был еще один блок питания с такими же характеристиками: 5 вольт 2 ампера. Проблема была только в разъеме, поэтому пришлось полностью перепаивать провод от оригинального блока питания. Перед запуском остается самая важная проверка. 5 вольт на выходе есть. Теперь все зависит только от самой приставки. Подключаю приставку, и буквально через секунду она оживает. Появляется загрузка. Nice. Проверяю YouTube, все работает именно так, как должно. Эта история еще раз доказывает, если устройство не включается, не спешите винить его целиком. Иногда вся проблема скрывается в обычном блоке питания. Если было полезно, поддержите видео лайком и подписывайся на канал.